Нашли ли археологи, наконец, потерянный храм Геркулеса в Испании? Исследователи утверждают, что обнаружили руины давно утраченного храма Геркулеса в мелководном канале залива Кадис. Представьте себе место, окутанное мифами и легендами, которое веками манило историков, археологов и искателей приключений. Место, где, по преданиям, сам Юлий Цезарь проливал слезы, а великий полководец Ганнибал возносил благодарности богам. Это храм Геркулеса Гадитануса, культовое сооружение древнего мира, которое, возможно, наконец-то найдено в заливе Кадис, на юге Испании. Но действительно ли археологи раскопали этот святой Грааль археологии? Или это очередная ложная надежда в многовековой череде поисков? В этом видео мы погрузимся в захватывающую историю храма Геркулеса, разберем, что делает эту находку такой значимой, и проанализируем, насколько обоснованы заявления ученых. Мы раскроем малоизвестные детали, исследуем исторический контекст и попробуем понять, что эта находка может рассказать нам о прошлом. Поехали! Историческое значение храма Геркулеса. Чтобы понять, почему храм Геркулеса так важен, нужно перенестись на тысячи лет назад, в мир, где мифы и реальность переплетались. Храм Геркулеса Гадитануса, расположенный предположительно в районе современного Кадиса, был построен финикийцами для почитания их бога Мелькарта. Мелькарт был покровителем мореплавателей, торговли и колонизации, а его культ был центральным для финикийской культуры. Когда римляне завоевали эти земли, они отождествили Мелькарта с Геркулесом, легендарным героем, сыном Зевса, символом силы и героизма. Этот храм был не просто религиозным центром, он был маяком для мореплавателей, символом могущества и точкой пересечения культур. Древние тексты описывают его как величественное сооружение с двумя огромными колоннами у входа, вечным пламенем внутри и фресками, изображающими подвиги Геркулеса. По легенде, именно здесь Юлий Цезарь, увидев статую Александра Македонского, оплакивал свои еще не достигнутые свершения. Ганнибал, в свою очередь, посещал храм, чтобы благодарить богов за свои военные победы. Эти эпизоды подчеркивают, что храм был не только духовным, но и политическим центром, местом, где принимались судьбоносные решения. Интересно, что храм Геркулеса связывали с так называемыми Геркулесовыми столбами, географической концепцией, обозначавшей границы известного мира. Многие античные авторы считали, что эти столбы находятся в районе Гибралтарского пролива, недалеко от Кадиса. Это добавляет храму мифологический ореол. Он был не просто зданием, а символом перехода между мирами, земным и божественным, известным и неизведанным. Почему храм был потерян? Но как такое значимое место могло исчезнуть? Ответ кроется в сочетании природных и антропогенных факторов. Кадис, расположенный на побережье Атлантического океана, всегда был уязвим для изменений климата и уровня моря. Древние тексты описывают храм как место, находящееся в контакте с морем, подверженное приливам и отливам. Это наводит на мысль, что он мог быть построен на низменном участке побережья или даже на искусственном острове, что было типично для финикийских святилищ. Со временем повышение уровня моря, вызванное климатическими изменениями, или разрушительные цунами, которые, как известно, случались в этом регионе, могли затопить храм. Археологические данные показывают, что около 200 года до нашей эры регион Кадиса пережил сильное цунами, которое изменило береговую линию. Возможно, именно тогда храм был поглощен водами залива. К этому добавились культурные изменения. С упадком финикийской и римской цивилизаций храм утратил свое значение, а его местоположение постепенно забылось. Современная находка. Как обнаружили храм? Теперь перенесемся в 2024 году. Группа археологов из Университета Севильи сделала открытие, которое может переписать историю. Во главе с молодым исследователем Рикардо Беликоном команда изучала топографические модели, созданные с помощью технологии LIDAR. Эта технология, используемая в Испании с 2009 года в рамках проекта PNOA LIDAR, позволяет создавать высокоточные трехмерные карты местности, выявляя структуры, скрытые под землей или водой. Беликон, изучая данные о заливе Кадис, заметил необычную форму в канале Кано де Санкта-Петри. Это была крупная структура, около 300 метров в длину и 150 метров в ширину, погруженная в мелководье. Что делает эту находку особенно интригующей, так это ее соответствие описаниям храма Геркулеса.
Античные источники упоминали, что храм находился в районе с портовыми сооружениями, волнорезами и причалами. И именно такую картину рисуют данные Лидар. Ученые обнаружили следы искусственно измененного берега, что указывает на масштабную человеческую деятельность в прошлом. Руководитель исследования Франсиско Хосе Гарсия подчеркнул, что находка поистине впечатляющая, но призвал к осторожности. Археологи пока не проводили раскопок на месте, и их выводы основаны на анализе изображений и исторических данных. Тем не менее, Милагрос Альзага, директор Центра подводной археологии Андалусии, отметила, что структура идеально соответствует описаниям храма: изменчивый морской ландшафт, приливы, портовая инфраструктура. Это заставляет задуматься. Неужели мы стоим на пороге разгадки одной из величайших археологических загадок? Почему это открытие так важно? Если это действительно храм Геркулеса, его значение трудно переоценить. Во-первых, это будет первое физическое подтверждение существования храма, о котором мы знаем только из письменных источников. Это как найти Атлантиду или гробницу Клеопатры. Открытие, которое подтверждает легенды и дает материальную связь с прошлым. Во-вторых, храм может рассказать нам о финикийской и римской культурах. Финикийцы были одними из величайших мореходов древности, основавшими торговые колонии по всему Средиземноморью. Храм Мелькарта был их духовным и экономическим центром. Изучение его архитектуры, артефактов и окружения может раскрыть, как финикийцы взаимодействовали с морем, строили порты и организовывали торговлю. В-третьих, находка может пролить свет на религиозные практики. Храм, вероятно, был местом сложных ритуалов, связанных с Мелькартом и Геркулесом. Например, известно, что в храме поддерживался вечный огонь. Редкая и сложная традиция для того времени. Артефакты, такие как статуи или алтари, могут рассказать, как выглядел культ Геркулеса и как он эволюционировал под влиянием римлян. Наконец, это открытие подчеркивает важность новых технологий в археологии. Лидар и подводные исследования меняют наше представление о прошлом, позволяя находить то, что было скрыто веками. Это напоминает нам, что даже в 21 веке мир полон тайн, ждущих своего часа. Скептицизм и альтернативные теории. Но не все разделяют оптимизм севильских археологов. Антонио Монтероса Чека, профессор археологии из Университета Кордовы, назвал находку ошибкой триангуляции. Он утверждает, что храм Геркулеса находился в другом месте, возможно, на суше, а не под водой. Его теория основана на других археологических данных и интерпретации текстов, которые указывают на район Сан-Фернандо, недалеко от Кадиса. Этот скептицизм поднимает важный вопрос. Как мы определяем, что найденный объект – это именно тот храм? Археология – это наука, где доказательства часто неоднозначны. Без раскопок и находок, таких как надписи или характерные артефакты, выводы остаются гипотетическими. Например, структура в заливе Кадис может оказаться не храмом, а остатками порта, склада или другого крупного сооружения. Чтобы подтвердить гипотезу, археологам предстоит провести подводные исследования, что само по себе является сложной задачей из-за сильных течений и илистого дна в заливе. Этот спор также отражает более широкую проблему в археологии – баланс между сенсацией и научной строгостью. СМИ любят громкие заголовки вроде «Найден храм Геркулеса». Киноученые, как отметил Франсиско Гарсия, стремятся избегать спектакля. Это напоминает нам, что археология – это медленный, кропотливый процесс, где каждая находка требует тщательной проверки. Что дальше? Следующий этап – это подводные раскопки, которые могут начаться в ближайшие годы. Археологи надеются найти артефакты, которые подтвердят их гипотезу. Например, статуи Геркулеса, алтари или надписи, упоминающие Мелькарта. Если храм действительно находится в заливе, это откроет новую главу в изучении Кадиса как одного из старейших городов Европы. Но даже если это не храм Геркулеса, находка все равно ценна. Она подтверждает, что залив Кадис был важным центром античного мира, с развитой портовой инфраструктурой и сложной системой управления ландшафтом. Это может изменить наше понимание того, как финикийцы и римляне осваивали побережье и взаимодействовали с окружающей средой. Заключение. Что храм Геркулеса значит для нас сегодня? История храма Геркулеса – это не только поиск древних руин, но и размышление о том, как прошлое формирует наше настоящее. Этот храм был местом, где люди искали связь с божественным, отмечали свои победы и оплакивали неудачи.
Он напоминает нам о человеческой жажде величия, о стремлении оставить след в истории. Если археологи действительно нашли храм, это будет триумф не только для науки, но и для нашего воображения. Это шанс прикоснуться к миру, где Юлий Цезарь и Ганнибал были живыми людьми, а Геркулес – не просто миф, а символ надежды и силы. Но даже если храм останется загадкой, его поиск вдохновляет нас задавать вопросы, исследовать и мечтать. Что вы думаете об этой находке? Верите ли вы, что археологи наконец-то нашли храм Геркулеса? Или это очередная иллюзия? Делитесь своими мыслями в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравилось это глубокое погружение в историю, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео о великих загадках прошлого. До встречи в следующем путешествии во времени.